Что такое магнитные бури и чем они опасны для человечества? Как солнечные ветры способны прекратить жизнь на целой планете? Что будет с планетой без плотной атмосферы, которая находится под постоянными атаками Солнца? В этом ролике вы узнаете ответы на эти и многие другие интересные вопросы. Сегодня я расскажу вам об опасном космическом явлении, которое наносит вред всей Солнечной системе. В этом видео вы узнаете, что влечет за собой изменение магнитных полей Солнца. Магнитное поле и магнитные бури. Начнем с самого простого, Солнце — это яркая звезда в центре своей системы. которая греет нашу планету и состоит из раскаленной плазмы. Солнце сохраняет свою невероятно высокую температуру благодаря непрекращающимся ядерным реакциям в ядре. В результате этих реакций получается энергия, которая предстает перед нами в виде солнечного света. Но этот свет был образован в ядре Солнца за десятки тысяч лет до того, как достиг нашей планеты. Но у этого горячего гиганта есть и обратная сторона. Постоянные магнитные бури, которые происходят из-за бурной деятельности магнитных полей. Метеозависимые люди не понаслышке знают, что это такое. Выделяемая от ядерных реакций энергия постоянно уходит не только на излучение, но и на взрывы. Они образуются на поверхности Солнца и вызывают вспышки. Вспышка, в свою очередь, является выбросом солнечных веществ в пространство вокруг звезды. Каждый из этих выбросов может высвобождать огромное количество электромагнитных излучений в случае, если он слабый. Если же выброс сильный, то вырывается плазма. Каждая вспышка может иметь различные последствия как для всего космического пространства, так и для Земли. Самые сильные из них могут привести к поистине ужасающим результатам. Однако влияние слабых бурь на человека до сих пор сложно объяснить. Ученые до сих пор не могут доказать, оказывают ли магнитные бури влияние на человека. И если это так, то следующая проблема — объяснить, как это происходит. Например, поля с поверхности Солнца ослабевают к моменту, когда достигают человека. Но мы часто сталкиваемся с более сильными электрическими полями. Это происходит во время грозы, тогда появляются довольно сильные поля. Но люди редко жалуются, что во время грозы они чувствуют себя плохо. Также не стоит беспокоиться и о плазме, которая стекает с Солнца. Ее потоки в научном сообществе зовутся солнечным ветром, от которого у нашей планеты есть защита. Несмотря на то, что солнечный ветер движется со скоростью свыше 900 миль в час, а во время сильных бурь ветер может разогнаться в 5 раз быстрее. Однако, когда солнечный ветер доходит до Земли, то сталкивается с ее магнитным полем. Наша планета экранизирует его, но огромная часть ветра все равно проникает внутрь. Но и там для него все не так просто. Он застревает в магнитосфере Земли, аккумулируется, накапливается, а после выстреливает в сторону поверхности. Там он сталкивается еще с несколькими препятствиями, но и их успешно преодолевает. И этот процесс хорошо знаком всем нам, он называется северное сияние. Опасность на орбите. Но не стоит забывать о том, что под защитой только то, что находится в атмосфере Земли. А вот то, что находится на ее орбите, постоянно подвергается воздействию магнитных бурь. Например, когда происходит буря, атмосфера поглощает ее энергию. Из-за этого она нагревается и расширяется вверх. А это влечет за собой сильное увеличение плотности термосферы, слоя атмосферы, который находится от 50 до 6 сотен миль от поверхности планеты. Повышение плотности влечет за собой и повышение сопротивления, а вот это может стать серьезной проблемой для спутников. Например, некоторые компании запускают свои спутники партиями. И однажды произошел случай, когда 40 спутников были уничтожены в результате всего одной магнитной бури. Обычно двигатели спутников просто не могут преодолеть изменившееся сопротивление, и тогда спутники начинают медленно падать на Землю. В конечном итоге каждый из отказавших спутников сгорел в атмосфере, а компания, выпустившая их на орбиту, потерпела огромные убытки. Но такое воздействие не единственное, что представляет опасность для искусственных спутников. Также сильно на них влияет и увеличение количества высокоэнергетических электронов. Это происходит в магнитосфере Земли в результате бурь. В такой период огромное количество электронов начинает проникать сквозь защиту аппарата. Постепенно они накапливаются в электронике, а после вызывают небольшую молнию, которая повреждает электронику и выводит спутник из строя. Следующая проблема — проникающее излучение, которое состоит из заряженных частиц. Даже во время небольших бурь они могут изменить выходящий сигнал из спутника. Это, в свою очередь, может вызвать ошибки в системе спутника. Незначительные ошибки не нанесут значительного ущерба, но чем их больше, тем выше вероятность полного выхода из строя оборудования. Ну и самое последнее, но не менее важное, магнитные бури могут вызвать нарушения в связи спутников с Землей. Многие спутники используют для связи радиоволны, например, на радиоволнах строится работа GPS. А атмосфера Земли в некоторой степени способна искажать эти волны даже в спокойный период. Это всегда учитывается инженерами, но случаи магнитных бурь не подвластны никому. В этот период возникают сильные искажения в ионосфере и мешают прохождению через нее радиоволн.
В этот период затрудняется прием сигналов GPS, сбивая позиционирование на некоторое расстояние. Возможно, вам покажется, что в этом нет ничего страшного, однако это не так. Системы GPS используются не только в автомобилях, но и в авиации, судоходстве и так далее. Тогда ошибки в навигации даже на несколько метров становятся просто недопустимыми. Опасность для Земли и людей. Самое очевидное, что хочется отметить, в большей опасности перед бурями находятся космонавты. У них нет никакой защиты от радиации, сопровождающей магнитные бури. Поэтому им строго запрещено выходить в открытый космос в период даже самой слабой бури. Более того, им рекомендуется как можно меньше передвигаться по космическому кораблю. На Земле магнитные бури вызывают различные перебои с радиосвязью и навигацией, но это только в случае слабых бурь. Для сильных колебаний характерно влиять на электроприборы и линии электропередач. Причем влияние на приборы не будет ограничено тем, включены они в розетку или нет. Обычно редко появляются какие-либо серьезные последствия, но буря достаточной силы способна вызвать так называемый интернет-апокалипсис. Ученые уже не раз отмечали, что мощная магнитная буря может отключить интернет по всему миру. Такая буря сможет повредить длинные подводные кабели между континентами, что в конечном итоге уничтожит интернет. И даже если инфраструктура отдельных стран пострадает в малой степени, то во всем мире может произойти что-то довольно пугающее. Это можно сравнить с отключением воды в многоквартирном доме. Для одного человека это кажется незначительной мелочью, но для другого практически концом света. Сейчас ученые заявляют, что в 2025 году начнется серия серьезных магнитных бурь. Это может привести к тому самому интернет-апокалипсису. Ведь современные люди сильно полагаются на навигацию, электроэнергию, телекоммуникацию и так далее. Но это еще не так страшно. Давайте на секунду представим, что может сделать с больницами нарушение в работе электроприборов, их повреждения и многое другое. К скольким авариям на дорогах может привести подобное? В каком положении окажутся люди, находящиеся в этот момент на борту самолета или палубе корабля? Но и это еще не все. Несмотря на то, что ученые не могут найти связь между магнитными бурями и здоровьем человека, статистика может. Во время каждой магнитной бури сильно возрастает процент инфарктов и инсультов. Помимо этого, магнитные бури влияют на климат планеты. В зависимости от активности бурь, они могут или повышать, или понижать температуру на нашей планете. Солнечный ветер уменьшает приток галактических космических лучей. По одной из теорий, они помогают обеспечить Земле лучшую защиту. Также они могут влиять на образование облаков, что тоже изменяет климат. Ультрафиолетовое излучение занимает важное место в образовании озона в стратосфере, но оно всякий раз изменяется при магнитных бурях. В свою очередь, это оказывает влияние на концентрацию озона, температуру и динамику в верхних слоях атмосферы. И последствия бурь. В 1859 жители планеты могли испытать на себе последствия сильнейшей магнитной бури. Например, жители Западных Штатов Америки столкнулись с отключением телеграфов, единственных в то время средств связи. В результате всего одной бури было повреждено 62 тысячи миль линий. Для того, чтобы их восстановить, потребовалось несколько недель. Но это еще не так сильно удивило людей. Больший шок вызвало появление северного сияния в тех регионах, где его никогда прежде не было. Это природное явление продлилось 2 дня, а люди с удивлением любовались и обсуждали происходящее. А объяснить людям произошедшее смог Ричард Кэррингтон, в честь которого после и назвали событие. В то время данная магнитная буря получила статус самой сильной в истории человечества. Следующее событие произошло в 1967. Произошла настолько сильная магнитная буря, что в Соединенных Штатах радиосвязь работала с перебоями целую неделю. Тогда же перебои возникли и в 3 баллистических ракетных системах раннего предупреждения военно-воздушных сил Штатов. В то время шла холодная война, и представители Америки решили, что произошедшее – дело рук Советского Союза. Такая серьезная атака противника была для Соединенных Штатов непростительной. В тот же миг они начали готовить оружие к боевым действиям. Но метеорологи спасли планету от гибели, они определили, что радары неправильно интерпретировали сигнал. На самом деле они уловили вспышку, а не атаку противника. В 1989 из-за сильной магнитной бури в Квебеке и Монреале сломались 2 трансформатора. Это оставило миллионы людей без электричества, но это еще не самое плохое. Из-за бури атмосфера Земли нагрелась и увеличилась, что сбило спутники, летающие над планетой. Некоторые из них из-за происходящего изменили свою орбиту, а другие пропали навсегда.
В этом же году произошла буря, которая дала человечеству знать о том, как сильно мы зависимы от подобных явлений. У космонавтов на орбите появилась информация с датчиков, что в одном из топливных баков появилась пробоина. На Земле и в космосе никто не мог понять, что происходит. Люди пытались разобраться, действительно ли есть поломка или все это результат влияния бури на приборы. Космонавтов уже собирались возвращать на Землю, когда ситуация наконец успокоилась. В 2003 на Солнце возникли пятна, размер самого маленького из которых превышал размер Земли в 13 раз. Из-за этих пятен позже возникли 17 сильнейших бурь. Они оказали существенное влияние на космические аппараты, что вызвало перебои в работе радио и телевидения. А один из спутников был поврежден, починить его не удалось. Помимо этого, бури вызвали серьезные неполадки со связью в нескольких рейсах различных авиакомпаний. В 2022 году произошла сильная вспышка, которая вывела из строя 40 космических аппаратов из 49 запущенных днем ранее. Влияние на другие планеты. На таких планетах, как Землю, Сатурн и Юпитер, есть плотная атмосфера, которая сдерживает солнечный ветер, порождая сияние. Но что происходит на других планетах, не обладающих таким преимуществом? Давайте рассмотрим магнитную бурю на примере Венеры. Оказывается, что несмотря на то, что Венера не обладает плотной атмосферой, на ней тоже могут происходить полярные сияния. Более того, магнитные бури в свое время могли уничтожить всю воду на некогда голубой планете. Возможно, магнитные бури полностью разрушили атмосферу Венеры примерно 4 миллиарда лет назад. Из этого следует, что взрывная магнитная активность в то или иное время присутствовала на каждой планете Солнечной системы. Даже за ее пределами такие бури тоже происходят. Например, с некоторых экзопланет приходил радиосигнал такой силы, что их можно было обнаружить с Земли. То, как магнитные бури происходят на Венере, делает ее похожей на комету. Планета перенаправляет солнечный ветер и помогает ему установить связь с самим собой. Таким образом, получается кольцевая магнитная буря, и у Венеры появляется хвост, как у кометы, которая может его отбросить. Именно из-за такого действия магнитного поля планеты когда-то Венера могла потерять всю воду. Солнечный ветер просто зацеплял с собой молекулы и уносил прочь отталкиваемые планетой. На Марсе тоже ситуация довольно тяжелая. Планета не имеет собственной магнитосферы. Ее окутывает только тонкий слой воздуха, который не дает никакой защиты от солнечного ветра. Со снимков марсохода можно увидеть нечто отдаленно напоминающее вьюгу, метель или бурю. Но это не так. На самом деле у снежинки другие признаки метели — это пятна, вызванные заряженными частицами, которые попали в камеру. Также на Марсе происходит полярное сияние. Но из-за того, что планета утратила свое магнитное поле, сияние окутывает всю атмосферу. На Меркурии все очень интересно. Планета находится под постоянным и очень сильным ударом Солнца. Она не имеет собственной ионосферы, и полярные сияния на ней происходят часто и повсеместно. Из-за жидкого ядра планеты ее полюса постоянно дрейфуют, но недавно выяснилось совершенно неожиданное. Оба полюса Меркурия сошлись в одной точке. Раньше это считалось чем-то невероятным и невозможным. Более того, на поверхности планеты и в ее недрах тоже происходит нечто странное. Обнаружены различные лужи и впадины, активные вулканы, движение газов под поверхностью. И все это возможно из-за столь сильного влияния солнечного ветра. Под его влиянием некогда мертвая планета теперь будто оживает. Полное уничтожение. Давайте рассмотрим сценарий, при котором Солнце выпустит на Землю излучение такой силы, что оно вызовет непоправимые последствия. Все начнется с вспышки, которая доберется до нас не за 2-3 дня, как обычно, а за сутки. Она будет максимально противонаправлена магнитному полю нашей планеты, проникнет в магнитосферу и поменяет поле вблизи земной поверхности. Начнется постоянное северное сияние в каждом уголке планеты. Продлится оно несколько дней. Все это время полярное сияние будет удивлять и радовать каждого человека на Земле. Боюсь, что это будет единственной радостью при таком сценарии. Солнечный ветер воспроизведет такое количество электрического тока, что произойдет огромный скачок напряжения. Это повлечет за собой полный выход из строя электростанций. Вся планета останется без электричества. Приборы в домах и квартирах загорятся, вызывая множество пожаров. Но так как нет связи и интернета, вызвать помощь будет невозможно. От пожаров пострадает множество домов, возможно, погибнут целые города. Пассажирские сообщения между городами и странами прекратятся либо сильно замедлятся. Системы обогрева и охлаждения прекратят свою работу, что заставит людей в северных уголках планеты замерзнуть насмерть, а в южных страдать от перегрева. Прекратится подача чистой воды и продовольствия. Это приведет к росту числа заболеваний и отравлений. В результате многие жители пострадают от голода, холода и недостатка питьевой воды, а больные люди окажутся в самой большой зоне риска. Оправиться после этого человечество сможет не скоро, если сможет вообще. На орбите Земли ситуация будет не лучше.
Все спутники выйдут из строя, а если их работа неожиданно восстановится, то начнутся их массовые столкновения. В таком случае околоземная орбита окажется завалена мусором до такой степени, что он не исчезнет с нее еще несколько тысячелетий. Но не стоит волноваться, этот сценарий возможен только при стечении такого большого количества обстоятельств, что вероятность подобного почти равна нулю. Нужно, чтобы во время бури произошло полное магнитное встраивание по отношению к Земле. Солнечная вспышка должна взаимодействовать с солнечной короной, чтобы произошел именно корональный выброс, а его направление должно быть строго в Землю. Помимо этого, нужна и крайне высокая скорость. И последнее, на Земле должно быть очень много электроприборов. Пока только этот пункт человечество соблюдет, но не стоит отказываться от использования электричества из-за потенциальной опасности. Как видите, есть еще два пункта, на которые никто из нас не сможет повлиять. Изменения магнитных полей Солнца вызывают солнечные ветры и магнитные бури. Это не просто научные термины, а живые свидетельства мощных процессов, происходящих на нашем Солнце. Сегодня вы узнали, как солнечная активность влияет на технологии, такие как спутники и системы связи. И как подобные явления могут влиять не только на нашу планету, но и на космос в целом. Будучи частью Солнечной системы, мы не должны забывать о величии и мощи природы. Я надеюсь, что это видео вдохновило вас узнать больше о том, какое влияние Солнце может оказать на жизнь людей на Земле. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе интересных событий в космическом пространстве. Благодарю за просмотр.